Друзья, привет! С вами Олеся. В этом видео продолжаю тему бесплатных экскурсий в Италии. В прошлом видео мы с вами были на военно-морской базе, смотрели огромные современные корабли. А сейчас мы пойдем в замок. Я все еще в городе Таранто нахожусь, и мы были на экскурсии 1 мая в этом году. В старом городе Таранто, на краю старого города, на берегу залива, есть огромный старинный замок. Когда-то это был Швабско-Анжуйский замок, затем он стал Арагонским замком. И на протяжении своего существования этот замок был важным действующим лицом событий в общине города Таранто. Потому что в сложные времена люди всегда собирались вокруг этого замка. Кстати, Таранто – это крупный город, порт на юге Италии, в регионе Апулия. Населением больше 200 тысяч человек. И есть у меня из этого города несколько видео. Я там гуляла по старому городу, гуляла по красивому центру. В общем, оставлю обязательно внизу в описании ссылки на эти видео. Проходите, смотрите. Сейчас этот замок принадлежит итальянскому флоту. Но несмотря на то, что здесь базируются военные, сюда можно пройти. Можно его осмотреть как снаружи, так и внутри. И военные сотрудники проводят здесь экскурсии. Так как это не гражданские, а военные сотрудники, они не имеют права брать деньги за свои экскурсии. Вот почему как корабли военные, так и этот замок мы осматривали бесплатно. Причем экскурсии в этом замке проводят ежедневно. Их проводят с 9 утра и до часу ночи. Единственное, что нужно заранее записаться. Есть телефон, можно посмотреть на сайте замка и записаться. Но если вдруг телефон занят или не отвечает, то можно сделать как мы. Мы подошли и попросились. Сказали, что невозможно дозвониться, и нас, в общем-то, пропустили вместе со следующей группой, и мы тоже посмотрели эту экскурсию. Единственное, что нужно иметь при себе какой-то документ, потому что при посещении замка нужно вначале заполнить анкету, и только после этого вас могут пропустить внутрь. Экскурсия в замке проводится на итальянском языке. Я слышала, что бывают на английском языке, но когда мы пришли, была на итальянском. Но даже если вы итальянского не понимаете, все равно можете как минимум просто прогуляться по замку, посмотреть внутри помещения. Экскурсовод на самом деле очень интересно рассказывает самые разные факты из истории этого замка. Allora, signori, siamo alla prima tappa del nostro tour nel castello. Siamo nella galleria meridionale e come tutte le gallerie di questa fortezza, altro non stiamo considerando se non dei veri e propri corridoi di passaggio che portano da un torrione all'altro del castello. Siamo esattamente in questo punto e l'area più prossima a noi è quella confinante col torrione di San Cristoforo, il torrione più grande del castello. Più grande proprio perché un tempo rappresentava la prima linea di difesa in caso di attacchi nemici dal lato mare. Замок очень старый. Ядро замка было построено еще в 780 году. Делали его византийцы для того, чтобы защитить это место от нападений сарацин и Венецианской республики. И самое первое укрепление состояло из узких высоких башен, с которых люди сражались копьями, стрелами, камни бросали и лили сверху кипящее масло. А уже в 1486 году Фердинанд I, Неаполитанский, поручил своему архитектору и военному инженеру расширить замок и придать ему нынешнюю структуру. И при этом нужно было поменять башни. Дело в том, что высокие узкие башни были уже не актуальны. В это время уже использовали пушки, и применение пушек требовало более широких и низких башен круглой формы. Поэтому башни были перестроены, внутри оборудовали пандусы, направляющие, при помощи которых можно было перемещать орудия с одной части башни в другую. Сделали отверстия для орудий. В общем, сделали башни, отвечающие требованиям того времени. В новом укреплении должно было быть 7 башен. 4 из них соединялись в четырехугольник, остальные 3 выстраивались вдоль рва, до Мар-Пикколо. Насколько я поняла, 7 не построили, построили только 5 башен. Я не знаю почему, может, денег не хватило, а может, я просто прослушала тот момент, когда рассказывали про строительство башни. Но экскурсовод рассказывал про то, что больших круглых башен было построено 5, но впоследствии одну из этих башен демонтировали, потому что делали судоходный канал, его надо было расширить, и на месте этой башни устроили мост. Там есть такой небольшой разводной мост над этим каналом. Канал нужен для того, чтобы проходить из Мар-Пикколо в Мар-Гранде. Замок повидал различные
различные эпохи жизни Таранто. У него было разное назначение. Какое-то время даже замок использовался в качестве тюрьмы. И одним из его заключенных был Тома Александр Дюма, отец того самого Александра Дюма, который написал всем известные романы «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Offerto dalle guide, le opere di restauro si devono proprio all'operato di questo ammiraglio, che attualmente nel tempo c'erano dei granai. Infatti il castello, nei tempi di guerra, doveva avere tutto il necessario per far fronte a periodi lunghi e prolungati appunto di chiusura. Sul fronte di Levante ci sono altri 3 porticati, e solamente quello centrale è tra l'altro aperto, dove ci sono degli accoglienti. Spostandoci... Друзья мои, я уже неоднократно говорила, что старинная архитектура меня очень впечатляет, поэтому, конечно же, замок произвел на меня неизгладимое впечатление. Я это все так обожаю, что я просто не могу вам передать свое восхищение этой старинной итальянской каменной архитектурой. Поэтому, друзья, если вы будете в Таранто, то обязательно посетите замок с экскурсией. Тем более, что время посещения очень удобно. Видите, они с 9 утра и до часу ночи. Можно день лежать на пляже, загорать, да, а когда жара спадет, и вы уже поужинаете, и вы уже погуляете после ужина. Перед сном можно зайти на эту экскурсию прохладным летним вечером, погулять по замку, послушать рассказы экскурсовода, прикоснуться к истории и потом уже отправляться отдыхать. Botte dobbiamo fare. Кстати, внутри в замке есть церковь, а в этой церкви были очень интересные старинные надгробия. Che vi dico con estrema certezza che questo dettaglio architettonico lo si trova soltanto in 2 chiese d'Italia. Una è proprio questa piccola chiesetta e l'altra è la chiesa di San Bernardino ad Urbino, nelle Marche. На этом видео буду заканчивать. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, тути. Всем пока-пока.